Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, начнем сегодня с вопроса. Катя, когда у тебя день рождения? У меня 29 мая, а у тебя? У меня 15 июля. Мгм. Да, наши дни рождения уже очень скоро, они уже не за горами. И более того, в этом году мне исполняется 30 лет. Мгм. Ну, я тебя на пару лет старше, и у меня уже есть свои впечатления от этого возраста, от 30 лет. И именно поэтому мы сегодня решили обсудить эту актуальную для нас и для многих тему. Это жизнь после 30. И недавно я прочитала такую фразу, что 30 это тот возраст, когда начинаешь видеть результаты того, что ты делал в 20 лет. Как ты думаешь, что это значит? Ну, во-первых, я, конечно, подумала про здоровье. Наверное, если в свои 20 лет ты пил, курил, не занимался спортом, плохо спал, и потом в 30 лет ты начинаешь чувствовать последствия и результаты такого поведения, и здоровье очень быстро ухудшается. Например, все говорят, что в 30 лет они уже не могут так легко не спать всю ночь, готовясь к экзаменам, как это было в студенческие годы. Или они не могут пить всю ночь и потом на следующий день спокойно идти на работу. Сейчас это уже проблематичнее. Нужно планировать, ставить в расписание. Точно, да. Ну, я еще, например, заметила, что метаболизм к 30 годам становится хуже и труднее сбросить лишний вес. Мгм. Ну да, я согласна. Но еще мне кажется, что 30 лет считается таким моментом, когда нужно посмотреть назад и оценить свои достижения, чего ты добился в работе, какая твоя должность, сколько ты зарабатываешь, есть ли у тебя семья, дети, сколько у тебя друзей. Да. И, конечно, если в свои 20 лет ты не работал в этом направлении или тебе просто не везло, то в 30, когда ты будешь оценивать все эти аспекты, то, возможно, ты будешь недоволен. Мгм. Да, ну и, конечно, с этим связано большое социальное давление. Например, ты опять смотришь, листаешь эти соцсети и видишь, как один человек в 25 лет уже заработал себе на квартиру, купил свое жилье, другой человек зарабатывает миллиард рублей в секунду. Знаешь, такие видео, где все супер богатые. И, конечно, ты сравниваешь себя с ними, и остается только плакать. Мгм, мгм. И даже есть отдельный тренд на видео в интернете. Это напоминание о том, что средний возраст человека, который покупает квартиру, на самом деле не 25, а 35. Средний возраст человека, который становится по-настоящему финансово независимым, это 45 лет, а не 20. И, видимо, действительно, многим людям нужно периодически напоминать о реальности, так как соцсети формируют совсем другую картину. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность практиковать ваш русский язык, преодолеть языковой барьер, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь.
Ну, давай хоть раз в нашем подкасте не будем негативить и сконцентрируемся на наших достижениях к 30 Мгм. годам. Например, я считаю, что мы можем гордиться нашими блогами. Мне кажется, далеко не каждый Мгм. человек может так регулярно и так длительно вести блог и действительно выдавать качественный контент. Далеко не каждый человек может решиться завести Мгм. блог. Да. Да, это уже большой шаг, поэтому мы молодцы, конечно. Мгм. Да, например, наш подкаст, который ты создала, это тоже огромное достижение. Он уже так долго длится, а это значит, что людям он нравится, и мы приносим пользу людям. Тоже классно. Да, но я создала, но ты присоединилась, и, конечно, это как новая жизнь подкаста вместе с тобой, поэтому я благодарна тебе, что ты в этом подкасте, что О. ты со мной здесь. И да, это действительно большая работа, и м, мы наверное, покажем как-то когда-нибудь более детально, как мы работаем над подкастом, чтобы показать вам, что это не просто мы так сказали, Кать, а давай сейчас сядем, запишем Мгм, что-нибудь там, поговорим и мгм, выложим. мгм. Нет, там очень много разных шагов, над которыми мы думаем, над которыми мы действительно работаем, поэтому я считаю, да, может быть, это не основной наш источник заработка, но я считаю, что это успешный проект. Мгм. Да. Полностью согласна. И поэтому спасибо, что пригласила в твой проект. Спасибо, что присоединилась. О. О. Да, ну, что еще можно сказать о наших достижениях? Наверное, жизнь за границей. Это тоже большой шаг, большая перемена. И для некоторых людей это только мечта, а мы это делаем. И все знают, что жить далеко от семьи, от родины — это нелегко. И так как мы еще не сошли с ума, делая это, наверное, можно похвалить себя. Наверное, мы справляемся. Да, наверное, мы что-то делаем правильно. Да. Я согласна. Это была такая какая-то, как это сказать, романтичная идея, да, переехать за границу. Особенно, я думаю, когда мы были подростками и учили английский язык в школе, мы думали, вау, это так круто, ты переезжаешь, живешь новую жизнь, разговариваешь с интересными людьми каждый день. Но на деле это столько проблем, и это столько скучных проблем, проблем с бумагами, которые тебе нужно решать, что да, это очень здорово, что мы не сошли с ума, что мы даже можем улыбаться Мгм. и живем при этом в другой стране, за границей. Мгм. Да. Продолжая эту позитивную волну, не хочется ее отпускать, я бы, наверное, для себя еще выделила крепкую дружбу. Вот, Мгм. дружба, не секрет, что для русских дружба — это, огромная ценность. Я думаю, для многих людей так, но в России этому уделяется особое внимание. И я действительно горжусь тем, что у меня такие классные, преданные друзья, что мы сохраняем связь даже на расстоянии, а это тоже нелегко сделать. Да, у меня немного друзей и совсем немного лучших друзей, но с моей лучшей подругой, например, мы дружим больше 20 лет. Это еще со школы. И я считаю, что это большое достижение, и я очень благодарна тому, что эта дружба у меня есть. И, конечно, я уже к ней отношусь как к члену моей семьи, потому что это очень дорогой и родной человек. Мгм. Да, так точно, поддерживаю. Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, это, конечно, уверенность в себе, которую ты приобретаешь с возрастом. Наверное, когда ты растешь, у тебя появляется больше мудрости, больше опыта, и ты чувствуешь себя более уверенным в себе.
Вот, например, ты чувствуешь, что ты стала увереннее в себе, чем была в 20 лет? Да, 100%. Сейчас я более уверена в себе, и я уже знаю свои сильные стороны, свои слабые стороны, как в характере, так и во внешности. И также у меня больше опыта, именно опыта в коммуникации, в общении с людьми. И, например, сегодня я уже не идеализирую людей и мир. И сегодня я уже знаю, что человек старше не всегда мудрее. И, например, человек богаче не всегда талантливее. И тоже я знаю, что в мире очень много странных людей, но за это спасибо блогу. Ладно, это другая тема. Возвращаясь к уверенности в себе. Ты чувствуешь себя сейчас увереннее в себе, чем в 20 лет? Да, 100%. А вообще, я думаю, что быть подростком и потом, в начале твоей молодости — это супер тревожный, супер неуверенный в себе этап жизни. Например, я помню, когда была подростком в школе, я была такой стеснительной, что каждый раз, когда в комнате, в классе кто-то смеялся, там, не знаю, где-то, мне казалось, что они смеются надо мной. И это такое давление, такой страх, такое неприятное чувство, что, конечно, когда оно ушло, я вздохнула с облегчением. И, Мгм. конечно, сейчас до сих пор у меня нет такого уровня комфорта, когда я могла бы совершенно не думать о негативном комментарии или поставить на место какого-нибудь хама в общественном месте. Еще не на том уровне, но это уже гораздо лучше, чем то, что было раньше, и за это я очень благодарна. Мгм. Да, сейчас намного легче выражать свое мнение, говорить правду прямо, раскрыться в блоге на большую аудиторию, знакомиться с людьми и многое другое. Да. Мгм. Да. Ты бы хотела вернуться в свои 20 лет? Нет, 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 нет. Мне хорошо тут, не надо. Конечно, да, я вспоминаю то время, когда можно было быть в баре всю ночь и утром в 8 утра уже быть в университете свежим как огурчик. Но нет, это такое странное время, когда да, у тебя есть энергия, но ты еще не понимаешь, чего ты хочешь от жизни, ничего не понятно, и у тебя все еще есть давление общества, семьи, но ты не понимаешь многого о себе, и тоже у тебя нет заработка, какого-то стабильного заработка, на который ты можешь жить. Мгм. Да, да, безусловно, у молодости или у 20-летия есть свои плюсы, но для меня тоже минусы перевешивают эти преимущества. Например, в мои 20 лет я училась в университете, и учеба была очень интенсивной. Мне кажется, я тогда так устала, что до сих пор не могу отдохнуть от нее. Мгм. Вот, ты меня понимаешь. И параллельно я работала в университете, и там были свои стрессы. Ну, а сейчас я работаю на себя. Я работаю из дома. Никто надо мной не стоит, никто меня не контролирует. Я кайфую. Я согласна, потому что для меня тоже учеба в университете, но, если честно, это не самый лучший период в моей жизни, а, потому что учеба была интенсивной и тоже, например, вообще, когда ты учишься на инфаке, на филфаке, то есть ты изучаешь языки или гуманитарные науки, я думаю, то у тебя очень много занятий. Ну, может быть, это зависит от университета, я не знаю, потому что мои одноклассники, которые учились на других специальностях, они
может быть, вообще даже не приезжали в университет, или они приезжали в университет на 2 часа, и потом у них была или работа, уже нормальная работа, где они зарабатывали нормальные деньги, или они были свободными. Я же в университете была до 5 часов каждый день, и потом до 3 часов ночи ты делаешь домашнее задание и пытаешься найти какие-то маленькие подработки, потому что я подрабатывала и продавцом, и на производстве, и какое-то репетиторство, что-то я постоянно делала. И поэтому этот период, ну да, ты молодой, красивый, энергичный, но это было слишком интенсивно. Сейчас намного лучше. Да. Ну и хорошо, что мы живем в 21 веке, и сейчас активно продвигается идея того, что в 30 лет жизнь только начинается, и совсем 30 лет не считается старостью сейчас, каким-то закатом и концом жизни. И более того, сейчас популярен термин Prime Era. Что это такое? Да, Prime Era — это период в жизни человека, когда он находится на пике своей красоты, своего комфорта, уверенности в себе, ну и так далее. Но тоже сейчас уже начали говорить, что это немного токсичная фраза, выражение, потому что, ну окей, в 30 начинается, а в 40 что? Заканчивается. Поэтому лучше считать, что в 30 лет Prime Era начинается, и она будет длиться еще очень-очень долго. Хотя про себя я уверена, что в 40 лет я буду чувствовать себя лучше, чем даже в 30 лет. Поэтому я не переживаю. Да, благо у нас есть какие-то примеры, в том числе из фильмов и сериалов, когда мы видим, что главные герои в 30 лет только начинают свою жизнь. Например, можно вспомнить сериал «Друзья», где да, где главные герои в третьем-четвертом сезоне только начинают, можно сказать, историю, да, то есть это даже не середина сериала, а им примерно 30 лет. Или, например, сериал «Секс в большом городе», где главная героиня Кэрри Брэдшоу тоже находится в прайм-эре в свои 30 лет. Так что можно думать об этих людях и равняться на них. Ну а у тебя есть какие-то страхи по поводу нового десятилетия? Абсолютно никаких страхов. Я думаю, видно, что сегодня я настроена оптимистично, и мне на самом деле нравится эта тема, мне нравится, что мы это обсуждаем. И я думаю, что я должна поблагодарить социальные сети за то, что у меня нет этих страхов. Вот, обычно мы ругаем социальные сети, и сегодня я хочу их поблагодарить. В социальных сетях, и особенно, например, в Инстаграме, который я использую больше всего, сейчас очень много примеров того, как люди реализуются после 40, 50, 60 лет, и ты понимаешь, что да, жизнь идет, да, меняется возраст, да, меняется внешность, то, как ты выглядишь, но главное — это знать, чего ты хочешь от жизни. Главное — находить время для себя и не беспокоиться по пустякам, и тогда возраст будет всего лишь цифрой. Ага. А ты? У тебя есть страхи? Сейчас, когда мы записываем этот выпуск, у меня нет страхов. Но ты спроси меня 29 мая в мой день рождения. Там, может быть, я превращусь в Джоуи из «Друзей» и буду говорить: «Нет, почему, Боже? Почему я?» Да, я тебе позвоню, скажу с днем рождения,
Ты боишься? У тебя есть страхи сегодня? Я буду, у меня трясутся руки. Не-не-не-не-нет, не боюсь. Но посмотри на меня, я думаю, что мне удалось тебя немного убедить в том, что ничего страшного не происходит после 30 лет. И тоже, я думаю, наши ученики, потому что я знаю, что и у тебя, как у меня, есть ученики старше 60, например, лет. И, если честно, ну, это просто восхищение, потому что эти люди, они мудрые, дисциплинированные, они энергичные, они креативные. И я думаю, что нам очень повезло, что работая, то есть на нашей работе, мы можем видеть реальные примеры реальных людей, которые доказывают, что, ну, возраст и возраст. Какая разница, ты живешь дальше Да. прекрасную жизнь. Да, да, согласна. И ты, и наши студенты — это прекрасный пример для подражания. Вопрос недели. А что вы думаете о 30-летии? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.